привязанный скотчем. Добрый день, сегодня я продолжу свое выступление о шизофренике с аниме-форума. Ой, блядь. После выхода прошлого ролика о данном персонаже прошел уже месяц, и у меня были сомнения, делать ли продолжение. Но последние события все-таки убедили меня сделать его. Итак, после выхода ролика об Алексее Алмазове, он же любвеобильный Двачер, он же человек, который искал Дашу через Двач, Шизик и так далее, короче говоря, история продолжается. Следующий тред он запилил 24 октября, в день выхода моего видоса о нем, написав, как обычно, пасту в шапке. Кавычки открываются. Знаете, что я думаю? Двач гниет. Вы все гниете в этой помойке. Здесь одни аватарка бляди и инцелы. Каждый тред про биопроблемы, фаб. Вы будете гнить в этой помойке с пронами и инцелами. Я бы жестоко издевался над таким биоскотом в подвале, а я бог и буду жить вечно. Одна грязь в этом мире. Я уже и сам начинаю пачкаться. Конец цитаты. В этот же тред злодеи активно стали выбрасывать мое творение и спрашивать у Алексея его мнение. И за короткий промежуток времени он успевает настрочить мне под видосом огромный коммент с ноткой негодования. Кавычки открываются. Здравствуй, Кирилл. Мне скинули твой ролик в треде. И знаешь, мне очень неприятны твои слова обо мне. И комментаторов тоже. Мне неприятно, что вы пишете, что я будущий маньячелло, что меня надо в психушку отправить. Это все не так. К тому же вы полностью мои треды не читали. И вообще, верите во всякий бред по типу члена 5 сантиметров. Инфу эту явно тролли придумали. Вы сами-то нормальные, скажите. Вот я сейчас прочитал комменты ваши, и мне показалось, что вы все тут нормисы какие-то. Хотя казалось бы, что ваше аудио делает видео про людей с нижних интернетов. Значит, тут должны быть, более-менее понимающие люди. Но что я вижу? Какие-то малолетние пидовки, которые Двач называют пристанищем больных, шутят про него шуточки, тупые. Мне такое неприятно, я Двач очень люблю, даже несмотря на все плохое, что между нами происходит. Потому что я чувствую, что все-таки это единственное место, где я свой. А вы все социобляди, и я более чем уверен в этом. А такие социоблядные нормисы – это самые больные существа в этом мире. Именно вы травите людей в школах, именно вас ебет государство, именно вы приспосабливаетесь и учите этому других. Именно вы сначала травите людей, а потом какая-нибудь омега идет устраивать самосуд. И вы пишете в соцсетях лицемерные комменты типа «Ой, как он мог, жалко детей» и так далее. Я не такой, понимаете? У меня в мыслях не было идти и кого-то мочить. Я понимаю, что любая форма коллективного наказания – это дебилизм. Я считаю, что больные – это вы. Вы еще, наверное, мусором называете шизиков, решаете, жить им или нет. Не понимаете, что это из-за вас люди такими становятся. Не из-за иллюзорного общества или генетики, на которую вы так любите все сваливать, а из-за вас, из-за вашего отношения. Я уверен, что после того, как вы написали это, идете на свою нищую работку, прогибаетесь под начальника и желаете ему только зла. В чем я больной? Я просто ищу любимую девушку, а ее я больше жизни люблю. Вы в своей жизни так даже дрочить свои мерзкие органы не любите. За то, что я делал с животными, мне стыдно, и я в этом признавался. Только почему-то некий Кирилл решил это опустить. Выставил меня поехавшим, еще и фотку мою прикрепил, хотя сам свое ебало не показывает. Все блогеры хуесосы, паразиты, живущие за счет других. Вы ничем не лучше меня. Конец цитаты. Ну что сказать, я всю информацию брал исключительно из паст Алексея. Это я еще не все пасты читал, которые он писал. Так сказать, там еще много чего он рассказывал, но мне бы ролик выпилили, если бы я все его фантазии зачитывал детально. Дело даже не в том, лучше мы или нет. Разумеется, я-то уж точно ничем не лучше. Такой же биокарлик. Но я не мочил в сортирах животных хотя бы и не хотел никогда замочить какую-то дефолт-бабу, которая когда-то там тебя обидела. Речь о том, что он хотел устроить массовый выпил, людей не было. Речь была только о том, что ты фантазируешь о мочилове людей в сортирах, отдельных людей, в частности какой-то Алинки, которая тебя обидела. Но он в своей пасте затронул важную тему – холодного отношения людей в обществе друг к другу. И то, что люди становятся жестокими во многом из-за жестокого отношения к себе со стороны окружающих людей. Ну да, терпение начинается уже с садика, где начинает выстраиваться социальная иерархия. И если ты слабый, то тебя затравят и уже в садике в 3 года сломают. Школа — это вообще отдельный разговор. Там, если ты будешь терпеть, то действительно можно поехать крышей, даже будучи здоровым, стать настоящим шизом. Я думаю, сам Алексей подвергался в школе травле и знает, что это такое. Но каждый через это проходил. Дело лишь в том, можешь ли ты противостоять этому или нет. Все проходят через эту проверку. И тот, кто не терпит, а дает сдачу вопреки учителям,
которым лишь бы все было спокойно, не было разбитых ебальников, а на ментальное здоровье и травлю отдельных личностей им глубоко поебать, то, собственно говоря, у такого человека шансов стать сильной личностью намного больше, чем у того, кто травлю терпит по многим причинам, например, его просто не научили, как нужно давать ответку, либо он затравлен изначально еще родителями. Но кроме тебя за тебя никто не постоит. Это правило уже с садика становится понятным, в школе оно закрепляется окончательно, а во взрослой жизни ты понимаешь, что это истина. Если ты не можешь противостоять наваливающимся на тебя трудностям, то ты 100% исчезнешь. В этом плане мир крайне жесток, и затравленный одиночка без помощи и поддержки вполне может превратиться в Джокера и пойти мочить людей в сортирах, что отлично было показано в одноименном фильме. Но в таком случае ответка становится несоизмеримо жестокой. Например, человек превращается в маньяка, но к этому приводит не только травля в школе, а травля со стороны родителей имеет намного большее значение. Потому что, как я считаю, я не психолог, не Вероника Степанова, дипломов не имею, но чисто на опыте считаю, что люди, у которых нормальная семья, которых родители не травили в детстве, такие люди имеют намного больше шансов не быть затравленными и давать сдачу. Однако есть еще особенности характера, различные темпераменты, когда ребенок, например, любит просто рисовать или играть в компьютер, в семье его никогда не кошмарили, но у него одногруппники в ПТУ это любители кей-попа и пивадлы. Но, разумеется, без умения защитить себя этот челик 100% будет затравленным, так как он слабое звено. Он не вписывается в картину мира гопоты, так как он другой, не такой, как они. И они непременно на нем будут отыгрываться. Об этом можно долго рассуждать, но в любом случае Алексей в этом плане прав. И я говорил в видосе, что его таким сделали родители и общество, которое его затравило, либо просто отвергло. Вот он и помешался на какой-то Даше из интернета. Эту же мою шизотеорию подтверждает его тред на 25 октября. Последний тред, который мне удалось отыскать, в котором он пишет, кавычки открываются. «Знаю, наверное, я вам надоел, и вы меня ненавидите, но поймите, что больше у меня никого и ничего нет. Я и сам себе поднадоел, только сейчас я пишу не чтобы рассказать о Даше или инцелах, а чтобы попросить совета. Скажите, что делать с постоянной депрессией. Я так не могу, мне постоянно плохо. Лежу в кровати и плачу. Я не могу встать, мне физически тяжело. Хочу ссать и думаю, может в кровать обоссаться. Не хочу никуда идти и вставать. Не хочу ничего делать. Хочу спать, не высыпаюсь. А мамашке похуй на все это, зато на чужих детей ей не похуй. Бегает за ними, а на меня похуй. Ни разу не спросила, почему у меня такое состояние. Не поинтересовалась. Я не знаю, почему так. Всю жизнь больным называла. Не знаю, что делать. Простите, двач меня». Да, почему этот биоскоп не придумал какие-то другие разъемы или как-то это одним кабелем, блядь? После того, как он написал коммент на ютабы и вкинул его на двачи, ему посоветовали мне написать в личку, так как я просто заигнорю коммент. Но он и написал: «Нахуй ты сделал обо мне? Ты понимаешь, что все, что ты там говоришь, бред? Пиздец, дожили. Ты хуесос, ты блогер, который не лучше Иванга, который не лучше паразитов, которые живут за счет других людей. Вам, дебилам, не зря монету отключили. Ненавижу блогеров, желаю тебе смерти». Там он еще просил, дабы я убрал его лицо с обложки видео, но я его замазал. Эту переписку он выложил в тред с припиской «NPC ебучая». Я был удивлен, что он мне написал, в принципе, так как обычно герой роликов никак на них не реагирует, но Алексей писал мне после этого не раз, но об этом дальше. В том же треде Алексей активно отвечал людям, например, вот. На пост о том, что Алексей теперь популярен и Даша точно это увидит, он ответил, что ему не нужно, чтобы какие-то нормисобляди это видели. Или вот. «Чмо, я пишу это не ради денег или славы, а потому что больше у меня нихуя нет, и я вас воспринимаю как своих единственных друзей, в то время как ваше аудио-РВ в хуй вас не ставит, вы для него шлак, копилка для денег, как и для всех блогеров». Сука, они что думают? Этим псам, сука, ночью ничего не будет, что ли, сука? Сучёныши, блядь, сука. Далее я о нем забыл. Но он сам о себе напоминал. Спустя неделю он мне писал, что я кровопийца, как правители Великобритании. Далее, через еще один день, он интересовался, играю ли я в Доту 2. Но я ему предложил достойного тиммейта в виде вонятки. Не знаю, писал он ему или нет. Все это время мне поступали сообщения, что Алексей продолжает пилить треды про Дашу, но администрация стала их чистить активнее, чем треды про Артикбоя либо Харламова. И вот спустя практически месяц мне поступила инфа, что он опять вышел на связь и уже пилит треды о детях, про какую-то Варю, которая упала с обрыва.
Также, что странно, он все свои посты на двачах теперь сопровождал фотками какой-то малолетней девки. Посты опять были переполнены шизой про вселенную и бытие, хомо сапиенсов, и я бы, возможно, забил хуй на все это, но Алексей как почувствовал, что я посмотрел его новый тред, и написал мне с просьбой удалить его лицо с обложки видео окончательно, так как за ним следят какие-то злые люди. У него из-за этого бессонница, и он не хочет, чтобы его спалили. Но я замазал его лицо еще сильнее. Также он писал, что санитаром сдаваться не собирается, и его мать хочет его отравить. А девка, которую он везде постит, это какая-то малолетка, которая упала с обрыва, и он очень скорбит об этой утрате, типа он был с ней очень близок. Короче, поток сознания. Ну и в этой же переписке я пообещал Алексею, что таки сделаю о нем новый видик. И дабы не палить Алешку перед Моссадом, Ми-6 и темными силами, на обложке данного видео запечатлен некто Потлач, но я думаю, он не обидится. Неважно. Итак, треды Алексея на дваче стали подтирать. Очень активно. Из-за того, что там фотки детей и еще всякая запрещенка, связанная с ними, то он стал все свои шизофантазии выкладывать на своей странице в ВК. Вот, например, из свеженького. Скучаю по Даше, думаю о ней каждый день. Почему она так со мной? Ненавижу ее. Каждый день просыпаюсь в слезах, и мне снятся кошмары. Каждый день думаю о ней, пытаюсь ее вернуть, а она не думает обо мне. Даша, вернись ко мне. Как с тобой связаться? Про Дашу постов очень много. Вот, например, еще один. Мне нравилось общаться с Дашей. Она даже не подумала обо мне, когда удаляла страничку. Никто не думает обо мне. Так больно в то время, как я думаю обо всех, но это в прошлом. Мне теперь никого не жалко и ничего. Мир я воспринимаю как шутку и цирк. Миру плевать на меня всегда было. Хомо сапиенсам на меня плевать. Но вот то, о чем я говорил. Жестокое общество и родители плюсанули еще одного Джокера в ВСЖ-систему, и когда у него что-то там перекнет в башке, и он возьмет топор и молоток, поедет в Чертаново делать дела, никто не знает. И таких, как он, немало. Просто они не пишут свои шизомысли на массовую аудиторию, а тихо терпят до поры до времени. Такими крысиными хуйнями занимается. Сученыши, блядь, сука. Все фамилии, блядь, нахуй на листочках, блядь, записать надо, сука. Алексей еще часто упоминает какой-то дом. Мне он в переписке писал, что я получу благословение от дома. Вот еще шизопост, где он упоминает, что его дом скоро восстановится, а Хома и я освободятся от болезни. И я так подозреваю, что он поиграл в игру Control, где все действия происходят в неком мистическом старейшем доме. Видимо, ему эта идея так засела в голову, что он теперь везде о нем упоминает. Но это так просто вспомнилось. Вот он пишет, как он любит Dark VBM. Люблю смотреть Dark VBM на дваче, чуть ли не единственное, от чего я сексуальное удовольствие испытываю. Мысли о самовыпиле и выпиле у меня стали появляться в 10-11 лет. Земных. В 10 лет я угрожал матери тем, что выпилюсь, и пытался это сделать. В 11 лет у меня появлялись мысли, и я серьезно планировал выпилить кого-нибудь. Считал, что мои мысли читают, и что все в мире за мной следят. В 12 лет я перестал разговаривать, перестал отвечать на уроках и говорить: этот период я не помню. Я узнал об этом от матери в 17 лет. Или вот еще. Я еще должен что-то там испытывать хуесосам, которые всю жизнь надо мной эксперимент проводят. Им всю жизнь на меня плевать было, кто всю жизнь меня отвергал, должен интересоваться, что там у них происходит. Да пошли нахуй, я к ним тянуться хотел, влиться в общество, что-то пытался сделать, пытался по-нормальному. Но они все равно меня отвергали, все равно я был ненормальным. Даже на дваче меня не приняли. Мне поебать, я смирился. Проходишь эту самую психотерапию, а эти хуесосы все равно потом по тебе топчутся, и все в пизду. Мне похуй, не было друзей, хуй с ним, не было выпускного, ни с кем не общался. В школе один сидел на первой партии, хуй с ним, не было девушки и секса, хуй с ним, не обнимался, хуй с ним, такова моя судьба. Никто не виноват, ни родители, ни отец, ни школа, никто это мне не повезло. Так бывает, такие тоже должны быть в этом мире. Также данный индивид зачем-то хочет себе приобрести кукол и кукольный дом. Или вот еще, например, женщины после 18 не ликвид. 18-летние уже еле как терпятся. Как вообще может возбуждать какая-нибудь тупая тварь по имени Самка, которой лет 30? Это же пиздец. Они такие мерзкие, меня никогда женщины не возбуждали. Но кроме моей матери. Они такие мерзкие, еще и тупые. Ну и вот еще пост, так сказать, напоследок. У ребенка Хома должен быть отец. Как вообще растить ребенка без отца? Безотцовщина — это ужасно, в воспитании должны участвовать оба родителя, иначе ребенок будет моральным инвалидом и искать всю жизнь ту любовь, которую ему не дал один из родителей. Это перерастет в зависимость от других Хома и одержимости всякие. Всю жизнь в поисках любви, хоть от кого-то, а манипуляторы будут этим пользоваться. Ну, так сказать, Алексей написал в том числе и о себе.
так как он стал поехавшим именно из-за семейной обстановки, где он рос без отца, а мать, походу, у него какая-то поехавшая психически нестабильная личность, которая, скорее всего, Алексея и затравила в первую очередь, из-за чего он стал таким ёбнутым. Официально считаю страницу Алексея Алмазова ВКонтакте достойной для введения в реестр поехавших страниц ВКонтакте. Там у него на странице много шизопостов, которые могут привлечь ваше внимание, и он по уровню шизоидности не проигрывает никому из представителей данного направления. Что касается будущего Алексея, сдаваться санитаром он не хочет, да и никто его не заставит. В его шизопостах постоянно проскакивает тема похуизма окружающих и того, что всем друг на друга похуй. Как и на него всем было похуй. Но по факту он прав. Если расти в таких условиях, то другим человеком стать у него шансов практически не было. Если бы родители ним занимались, а не игнорили, то он мог бы быть успешным бизнесменом не по годам, а не персонажем, который попал в мой обзор. Из-за ужасного отношения к нему со стороны окружающей среды он замкнулся, и, видимо, единственный человек, который хоть как-то более-менее позитивно ответил на его внимание, была та самая Даша из ВКонтакте, с которой он непродолжительное время общался, и к которой он до сих пор испытывает эмоциональную привязанность, спустя уже 4 года. В принципе, негатива у меня к нему нет, так как в том, что он такой, виноват не он, а его родители и окружение. Но я думаю, момент, когда этот индивид может взять в руки пилу и пойти вершить свой суд, может настать в любой момент, так как, судя по всему, терять ему нечего. И иного выхода для себя, кроме как самовыпил, он не видит, что очень печально. Я, если честно, хуй знает, что ему делать. Я по-прежнему считаю, что для начала ему нужно отдаться в руки врачей-палачей. Потом, как обычно, постепенная социализация, трудотерапия, и, возможно, он и сможет влиться в общество. Но ему уже 24 года, даже не 14. Уже в 14 крайне тяжко ребенка изменить. А в 24 это уже готовый человек, готовый характер. Так что опять, повторяю вам, карлики, не брызгайте куда попало, не делайте ненужных вам детей, чтобы не делать их несчастными. Ну а на этом все. Пишите письма и всего вам доброго.